Канада, Америка, Австралия. Какие еще вы слышите страны, которые называют идеальными для переезда и для путешествий? Давайте я вам сейчас расскажу на личном примере про самую недооцененную страну для переезда с семьей, о которой почему-то мало кто говорит. Многие из вас знают этот город как туристическую жемчужину Европы, но мало кто рассматривает его как место для постоянного проживания. Мы решились на этот шаг, и вот уже почти год исследуем город не только как туристы, но и как местные жители. Выбор страны для переезда с семьей – это важное и комплексное решение, которое должно учитывать множество факторов. Вот некоторые ключевые пункты, на которые мы обращали внимание при принятии решения. Итак, первый пункт – экономическая стабильность. Данная страна имеет развивающуюся экономику с относительно низкой безработицей. Однако зарплаты могут быть ниже, чем в западноевропейских странах. Стоимость жизни ниже, чем во многих других европейских столицах. Моя супруга получила ВНЖ через трудоустройство в местной компании. По меркам Европы ее зарплата ниже средней, но ее практически полностью хватает покрыть основные расходы семьи. Я работаю удаленно, получая примерно столько же. В прошлом году мы смогли себе позволить один 10-дневный отпуск в Задаре в Хорватии и короткий 3-дневный в Праге, в Чехии на Рождество. Пункт 2. Система образования. Страна предлагает бесплатное общественное образование с возможностью обучения на государственном языке. Также здесь есть международные школы с обучением на английском языке, но они могут быть дорогими. Так как нашим сыновьям 3 и 5, они ходят в государственный детский сад в одну группу. Тут так принято. Учитывая, что дети не знают языка, воспитатели стараются объяснять им на русском, пользуясь Google переводчиком. Плюс старшему выделили преподавателя, который раз в неделю помогает подтянуть местный язык и готовит его к поступлению в школу. Это бесплатно. Третий пункт. Здравоохранение. Система здравоохранения включает бесплатные медицинские услуги для резидентов, но иногда с длинными очередями и разным уровнем услуг. Мы с детьми частенько бываем в больнице для получения справок для детского сада. Мы не увидели значительной разницы, как будто даже и не уезжали. Пункт 4. Безопасность. Эта страна считается относительно безопасным для проживания с низким уровнем преступности. Мы проживаем практически в центре города и совершенно не боимся гулять допоздна и совершать поздние пробежки по парку. Пункт 5. Иммиграционное законодательство. Данная страна предлагает различные программы для иммигрантов, включая программы для предпринимателей, инвесторов. Получение ПМЖ и гражданства возможно, но требует времени и соответствия определенным критериям. Как я и говорил выше, моя супруга получила ВНЖ через трудоустройство в местной компании, а я с детьми получил вид на жительство по воссоединению семьи. Визу мы получили за 30 дней вместо заявленных 70. Пункт 6. Культурная адаптация. Язык может быть сложным для изучения, но много людей говорит на английском языке, особенно молодежь. Культурные различия присутствуют, но экспаты обычно хорошо адаптируются. Отличное место наконец-то попрактиковать английский с носителем языка, да еще и за бесплатно. Город-то туристический, каких только языков тут не слышишь. Прогуливаясь до магазина, и испанский, и французский, и китайский, и японский. Пункт 7. Климат. Климат континентальный, с теплым летом и холодной зимой, что может быть комфортно для тех, кто привык к четкой смене сезонов. Я эту зиму проходил в осенне-весенней ветровке и летних кроссовках. Отопление включаем только для детей, без отопления дома комфортные 18 градусов даже в самые холодные ночи. Пункт 8. Социальные льготы и поддержка. Существуют программы социальной поддержки, но они могут быть менее щедрыми по сравнению с другими европейскими странами. Мы получаем семейные пособия на детей чуть больше 7 тысяч рублей в месяц. Это поддержка на образование. Пункт 9. Инфраструктура. Страна и непосредственно город, в котором мы проживаем, имеет хорошую развитую транспортную систему и предлагает доступное жилье по сравнению с другими европейскими столицами. Проездной на квартал стоит 7500 рублей. Супруги компенсирует компания, детям пока бесплатно, а я покупаю по мере необходимости разовые или 30-минутные проездные. Относительно дешево, учитывая, что транспорт ходит круглосуточно. Что относится к самой большой нашей статье расходов, это аренда квартиры. Она нам обходится в 90 тысяч рублей в месяц. Но зато мы живем в евро-трешке, в историческом центре города. И у мамы с папой, и у детей своя комната. Пункт 10. Возможности для досуга и развития. Город изобилует культурными мероприятиями, историческими достопримечательностями, детскими площадками, парками, термальными ваннами и красивой архитектурой. Кажется, что вы уже догадались, что это за страна. Но давайте сохраним тайну до конца. Пункт 11. Налоговая система. Страна имеет прогрессивную налоговую систему с налогом на доход физических лиц и корпоративным налогом, который считается одним из самых низких в Евросоюзе. И это не может не радовать. Доходы-то у нас невысокие. Пункт 12. Сообщества и сети поддержки. И есть активные экспат-сообщества, которые могут помочь новым мигрантам адаптироваться. Мы даже ходили на новогоднюю елку к Деду Морозу, организованную одним из таких сообществ. А по субботам наши детки учат язык в течение 4 часов в игровой форме. Всю неделю не могут дождаться субботы, когда можно будет пойти в школу.
Пункт 13. Перспективы будущего. Страна предлагает стабильное будущее в Евросоюзе. Но экономический рост и возможности карьерного роста могут быть ограничены по сравнению с более крупными экономиками. Зато это одна из стран, где выдают еще визы цифровым кочевникам. Пункт 14. Личные предпочтения. Эта страна может быть привлекательным для любителей истории, архитектуры, европейской культуры, где в менталитете характерна вежливая сдержанность, рассудительность, неспешность в делах, где любят многолюдные застолья, праздники. Также, имея ВНЖ, у вас есть возможность путешествовать по всему ЕС свободно. К тому же дешевле. И всего час на самолете, и ты на море в Хорватии. Или пару часов на поезде, и ты встречаешь Рождество в Австрии. И пункт 15. Это бонус от нас. Чтобы ваша адаптация прошла как по маслу, найдите себе венгерского друга. Это может быть коллега, сосед или просто знакомый. В нашем случае это был иммиграционный консультант. Они помогут вам разобраться с местными особенностями и всегда подскажут, где лучший в городе гуляш. Ну и наконец подошло время назвать город и страну. Это Будапешт, Венгрия. Всем спасибо за внимание. Если какие-то пункты, на ваш взгляд, были пропущены, обязательно напишите в комментарии. Сделаем отдельное видео по этим пунктам. А если вам понравилось это видео, подпишитесь на наш канал, поставьте лайки. Sziasztok!